А когда на дворе весна и идет снег, мы предлагаем посмотреть, что есть вокруг Даугавпилса. И, конечно же, в самом Даугавпилсе. Разносторонней выставкой на территории крепости является инженерный арсенал. Это место будет полезно посетить как детям, так и взрослым. С гидом по выставке вы узнаете много разных интересных фактов и историй самих экспонатов. Мы, по статусу не музей, но мы выставочное пространство, это очень круто. И у нас 4 сектора. Мы с вами находимся в секторе индустриального дизайна и спецтехники. Здесь собрались столпы индустриального наследия Даугавпилса. Это наша кинозвезда ЗИС-5. Ее создал Олег Паршута, наш реставратор-механик для кино. Сейчас на всю Латвию гремит кино «Марijas klusums», «Молчание Марии», снято здесь, в крепости. В течение 3 дней были съемки. И вот эта машина выезжала на эти съемки за ворота, чтобы сниматься. И, конечно, нельзя не упомянуть завод ВЭФ, который был крупнейшим заводом на территории страны. Да. И у каждого горожанина наверняка дома все еще есть что-нибудь из ВЭФ. Технобашня, посвящение вообще, в принципе, сфере коммуникации. Наши креативщики придумали башню, которая покажет, насколько за 50-60 лет мы выросли от огромных радиоприемников, занимавших полкомнаты, до маленьких компьютеров и телефонов в наших карманах. Друзья знали, что мы ищем журналы «За рулем». Все местные музеи были в курсе. Мы обменивались, знаете, как раньше обменивались? Фантиками, вырезками из журналов. А мы целыми журналами обменивались, чтобы добыть большую коллекцию оригинальных журналов «За рулем». Эта чудесная коллекция мопедов Рига принадлежит Эрику Зейле. А жемчужина – это ВЭФ Минекс. В 1938 году это была самая маленькая фотокамера в мире. Ее создал Валтер Цапс. Он был конструктором, дизайнером ВЭФ. И вот он запатентовал такую камеру, поэтому он самый блестящий. А 248 лат за одну штуку – это вообще невероятная цена даже тогда, тем более тогда. Так, пункт 1. Прокатиться на трамвае. Лучше всего с крепости на озеро, так как это длиннейший маршрут сейчас, через лес. А 2 пункт в Даугавпилсе – обязательно посетить соревнования спидвея. Открытие мотосезона в Даугавпилсе – это грандиозное событие. Если будете в Даугавпилсе и попадают даты на спидвей, обязательно посетите его. Отличное зрелище.
prieks visus redzēt Speedwayā. Šodien ir vienreizējs, laiks nē, bet vienreizēji līdzjutēji, kuri ir atraduši iespēju atbalstīt mūsu pilsētas komandu. Спидвей является главным видом спорта в Даугавпилсе, и в этом году проходит 61-й сезон гонок. Там же можно попробовать на перерыве вкуснейшую кукурузу и шашлык. Мы приехали в уникальное место, парк Лаванды, который находится совсем недалеко от Даугавпилса, в Свенте. Это очень фотогеничное место, где можно делать тематические фотосессии. Особенно летом, когда цветет лаванда и курочки бегают среди кустов. Также на территории живут кролики, утки и индюки. Но самый главный на этой территории – это гусь Езупс, который всех охраняет и защищает. Приезжайте в Лавандовый сад, здесь очень весело, интересно и красиво. Совсем рядом находится одно из чистейших озер Латвии – Свентес. Вдоль его берега проложены тропинки, по которым можно прогуляться и насладиться красивым видом. Привет вам! Рад вас видеть у нас в нашем очень маленьком, небольшом, очень эффективном зоосаде нашего города, который совсем недавно, у которого был юбилей пару лет назад. И, как все нормальные зоосады, по требованиям европейского законодательства, и просто потому, что это важно и интересно, мы выполняем 3 главных функции. Одну знают все – это экологическое воспитание и образование. Все видят животных, которые у нас находятся. И 2 других функции, о которых не знает никто, кроме вас. Это большой секрет. Это наука, это охрана природы, где мы тоже достаточно эффективны. Наш зоосад сделан в соответствии с несколькими принципами, которые вот там вот как раз и описаны на этом постере. То есть главным является в экологическом воспитании, главным является субъект-субъектное отношение. То есть мы должны на равных общаться с животными. Человек приходит смотреть на животных, на самом деле у нас все спланировано так, что животные думают, что это мы приглашаем людей, чтобы им было интересно. Ну, как в телевизоре. Поэтому они очень переживали, когда были ковидные ограничения. Где вообще? Что это такое? Где? Где оно? Неинтересно. Вот, они вас разглядывают, смотрят на вас, им это приносит удовольствие, точно такое же, как и люди. Мы считаем, что вот это равноправие, мы стараемся вернуться в те старые времена, когда вы все еще без камер и без ничего бегали просто по лесу вместе со всякими зверюшками, летающими птицами. Нужно кое-где нагибаться, чтобы не удариться головой об сучья. То есть все как в природе.
И эта идея единого дизайна очень важна на самом деле. То есть мы воспринимаем их не то, что они сидят где-то в неволе, как часто говорят, кстати, да, в неволе. Нет, это не неволя. Это единая среда, в которой у нас находятся и люди, и животные. В основном наши животные – это животные всяких тропиков, но у нас есть несколько зверей, которые просто вот еще и обладают кучей всяких позитивно-релизеров, то есть которые просто все любят, потому что они теплые, пушистые. Пошли вперед, идем в туалет. Это работающий туалет. На самом деле это единственный в мире океанический туалет. То есть здесь это на самом деле не просто туалет, это образовательный, экологически воспитательный объект. Потому что мы сделали попытку связать свой личный маленький мир, в котором у всех обычно все хорошо дома, связать с общественными проблемами, которые приходят на всем земном шаре. Потому что дома у всех все хорошо, у него все чисто, у него все замечательно. То, что где-то там в Австралии на рифах что-то случилось, да это вообще никак не связано. Мы попробовали это связать, вот это на самом деле... Это настоящий унитаз, да? Он действующий. То есть мы попробовали это связать с тем, чтобы показать человеку, как он влияет и связан со всем миром. То есть, нажав кнопку, он отправляет то, что у него выработал организм, он отправляет его. Тут все нарисовано. Очистные сооружения, где их начинают потихонечку есть бактерии, грибки. Потом после первой очистки попадает в реку, которая называется Шуница, потом в нашу Даугаву и вперед туда, к Балтийскому морю, потом выплывает в другие моря и выходит в Мировой океан, который является окончательно главным фильтром. И вот это основные фильтраторы, которых вы видите, которые накапливают у себя, оставляя более чистую воду. Вот так выглядят те, кто заботится о вашем здоровье. А затем эта вода проходит дальше, испаряется, уходит дождями, прилетает облаками, выпадает дождями, просачивается под воду, и через опять очистные сооружения, она вернулась к вам домой, и она опять готова к употреблению. Котик, которого хозяин сказал, что не хочет больше. Да, вот так тоже бывает. Это тоже котик. Пираньевы – это из всеядных пираний паку. Здесь пара видов плавает перед вами. Как и в природе, где можно, у нас несколько видов живут вместе. Но это означает, что эти виды не конкуренты между собой, не опасны друг для друга, как и в природе. Это позволяет создать такую многовидовую экспозицию. Они чувствуют себя естественно, дополняют друг друга. И это очень важно, чтобы у животного была возможность просто спрятаться, но он не хочет вас видеть. Как в природе. Первая находка болотной черепахи в Латвии опубликована была в 1820 году. Ну, это больше 100 лет назад, да? 100 или 200 уже, 800. 200? А, господи, как время течет, да? Как вы видите, они тут вас не боятся, они идут активно контактировать с человеком. Это животные, которые живут в зоокультуре. Вот это тот вид, который мы специально восстанавливаем и разводим. Камеры онлайн-трансляции, которые транслируют, стримуют прямо вот на сайт, можно пойти и посмотреть. Но у нас будет свой маршрут вот туда, вот направо. Вот все кусты, там будет маршрут, по которому можно сходить с биологом, который проводит экскурсию, который не мешает вот тому центральному маршруту. Когда не хватает ласки, можно прийти в превосходное место в Даугавпилсе, в кафе с котиками. Это Пушинка, это Персик будет. Это Бонечка черный, белый это Жора, сиамский Патрик и пятнистая будет Тусенька, девочка. Вот такая дружная команда Единственная у нас. на всю компанию девочки. Да, получается все мальчики и одна девочка. Целью этого проекта было не просто открытие оригинального места для отдыха, но и создание дома для котиков, которые остались без хозяев. Для удобства и комфорта пушистых обитателей есть несколько правил. Здесь запрещено будить спящих котов,
кормить их заказанной едой и брать на руки, если сами коты этого не желают. Наконец-то добрались до еды. Вблизи Даугавпилса живет удивительный мастер-ремесленник Эдгарс Вронскис, который посвятил себя кузнечному ремеслу. Мы решили навестить его, чтобы вживую увидеть, как он воплощает из металла различные вещи и самим попробовать что-то сделать. Эдгар способен создавать предметы самой разной сложности и размеров. Галс. Раньше спичек не было. Брали железку, нагревали молотком и разжигали. Но у нас не столько много времени, чтобы этим. Ковка металла. Ковка, да, под там термоциклирование, там все прочее, да. На следующий день там обработка какая-то предварительная, позже закалка и потом шлиф. Ну, вышлифовать, да, если надо полировать там и уже ручку сажать. Чуть-чуть волшебства добавим, чтобы ему веселее было. Становишься, хорошие слова говоришь и куешь. Сильно сразу бьешь и 90 градусов поворачиваешь. Во! Во! Что-то кривой пошел. Нормально. Надо на краю, не надо его, потому что он у тебя такой вот получится. Мы будем до утра его ковать тогда. Во! Сильнее, это не женщина, это металл, его надо хуй железный сильно. Давай туда его подогреваем чуть-чуть. Отлично, великолепно. Посмотри. Можешь оставаться у меня под мастерье. Все, и готовый. Поравнять и сам сделал. Посмотри, даже не грузинская кепка получилась. На месте вручную можно сделать монетки на удачу и купить различные сувениры. В музее Радко выставлены работы всей семьи – художницы жены, сына и, конечно же, самого Эдгара. Любителям искусства в Даугавпилсе советуем посетить музей Радко. Он находится в Даугавпилской крепости. В секторе Радко выставлены оригиналы картин Марка Радко. В арт-центре есть временные и постоянные экспозиции, на которых вы можете оценить работы других авторов. Идея создать арт-центр Марка Радко и его коллекцию возникла в 2002 году, когда началась организация торжеств в честь столетия со дня рождения художника. Также музею дарили свои картины известные в Латвии и мире художники, чья биография связана с этим краем. В
секторе Радко размещена дигитальная экспозиция, представляющая Даугавпилс начала 20 века глазами художника. Воспоминания его детства и последующее развитие его творческого пути до всемирной известности. В Даугавпилсе есть уникальное место, называемое Церковная горка. Это место, в котором находятся 4 церкви: католическая, лютеранская, православная и старообрядческая. С высоты птичьего полета видно, как они расположены по обе стороны дороги, когда-то соединявшей Варшаву и Санкт-Петербург. Еще одно место, куда мы заглянули, был краеведческий музей с массой различных необычных и захватывающих экспозиций. Музыкальный инструмент называется полифон. В общем-то, это совершенная такая музыкальная шарманка. Мы с вами привыкли из старых фильмов, видели шарманщик, который вращает ручку и с обезьянками ходит, гуляет, создает настроение на улицах. Да? Это, конечно, более совершенный музыкальный инструмент. Он из имения барона Моля из Вышек. Он очень интересен тем, что в нем не один валик, который вращается вот за эту гребенку, а это настоящий музыкальный центр. На каждом валике записано от 5 до 8 мелодий. Мы можем сказать, что это музыкальный центр в нашем понимании, и либо это музыкальные пластинки, можем назвать. Ну, ребята, когда приходят на экскурсию, говорят, вот такие были флешки раньше, с такими можно было отправиться в путешествие. В момент посещения музея только открылась выставка кукол ручной работы, которые покоряют своей красотой и реалистичностью. Или придание гофрировки одежды. Вот гофрированные воротнички, жабо, это было очень популярно. Сюда вставлялась ткань, и вот таким образом тяжелыми вот этими металлическими пластинами она вновь принимала вот это. Я сказала, утюжки очень разные. Вот это, например, шляпные, для того, чтобы создать какую-то линию, овал какой-то, да. На всех наших мебели, там, где здесь вот эти кружочки, можно открыть, посмотреть, какие сокровища хранились здесь, чем люди было очень популярно. В музее представлены разные эпохи жизни Даугавпилса, на которые вам будет интересно взглянуть. Посвященная нашему зданию, югенстилю. Здесь мы хотели показать, какой была жизнь в этом доме. Еще нет телевизора, еще нет радио. И каждый
однажды семья, культурно проводя вечер, читали в этом зале, читали книги, слушали музыку. Монет Латвийской Республики. От периода ее провозглашения в 1918 году до сегодняшнего дня таким пластичным материалом и создает объемные изображения, как бы лубочная техника такая. Но интересно, что он сделал целый вот этот ряд работ, который вы увидите, на основе исторического материала. Он брал открытку, посвященную истории, выпущенную в тот период, да, в начале века. Также во дворе музея проходят мастер-классы по рисованию для детей. Мы сейчас находимся в Даугавпилской крепости, которую можно считать сердцем Даугавпилса. Площадь крепости очень большая, здесь находится очень много разных локаций, которые мы сегодня покажем. Чтобы полностью погрузиться в историю, заходите в инфоцентр Даугавпилской крепости, что у Николаевских ворот, где профессиональные гиды вам смогут провести подробнейшую экскурсию по крепости. Гиды владеют 3 языками – латышским, русским и английским, и покажут все самые интересные уголки крепости. Техническая лестница, специалистов, которые знали, что делать. По ней можно подняться наверх до вот этой платформы и дальше заглянуть в саму емкость. У нас с 2011 года это здание существует как отреставрированный объект, и случилась такая даже случайная традиция. Люди начали бросать туда монетки, как фонтаны, знаете, или в колодцы. Это у нас одна из самых больших копилок в Латвии. Объем почти 37 тысяч литров. И мы пополним копилочку. Особенно в сторону Франции, да, откуда ждали нападения Наполеона. Поэтому здесь есть боковые помещения, так называемые тоже кардегардии, да, сторожевые помещения и караульни в том числе. И из них можно было контролировать внутреннюю часть ворот, обстреливать врага, который находится внутри. Я думаю, чуть попозже туда зайдем, как раз посмотрим, как это работает. Сейчас эти помещения еще готовим к активному сезону, доводим до ума. Но это и есть те самые исторические караульни, и в то же время арестантские. То есть, если нужно было какого-нибудь бандита или человека без документов задержать, его можно было задержать в этих помещениях. Дальше он ждал уже своей участи. Это и есть те самые бойницы, и они как раз своим углом направлены на внешнюю сторону. То есть враг идет оттуда, и мы постоянно его видим через каждую бойницу, через каждый сектор. Летучая мышь — это уже такой достаточно серьезный символ крепости. Они здесь обитают долгие-долгие десятилетия. Меньше их не становится. В принципе, все время варьируется около 1500 особей на территории крепости во время зимовки. То есть это, в прошлом году был такой пик зафиксирован. Было 1992 особи найдены. Но это, конечно, не абсолютная цифра, потому что это те, кого успели увидеть в каких-то щелях, где-то они висели, да. Конечно, часть могла где-то спрятаться глубже. Их считают конкретно пальцем каждого и в конкретных казематах. То есть всегда есть определенный каземат для того, чтобы статистика была хоть сколько-то ровная, такая непредвзятая, да. Высматривают определенные казематы, где меньшее влияние человека, где человек меньше, может быть, доходит, и где в целом летучих мышей всегда больше. Ребята сделали такие же крылья, но детского размера. Сейчас посмотрим, есть ли они тут. Наверное, отнесли на ремонт, но для детей тоже у них есть заготовлено. То есть это вот на взрослого человека, есть на детей чуть поменьше. Из таких интересностей, даже, можно сказать, легендарных вещей, которые здесь есть, это вот эти арки. Называются шандорные пазы. С ними есть такая устойчивая легенда в городе. Рассказывают даже, к сожалению, учителя истории своим детям, что якобы во время
караульной службы могли стоять 2 солдата, один здесь со своим мушкетом, второй, например, там. И вот они как бы стоят, ждут, когда закончится их смена. И, допустим, им хотелось что-то рассказать друг другу, анекдот. Кричать через дорогу, как я, они не могут. Через полчаса император приедет, офицер ходит, по шапке надает. Поэтому якобы они могли засунуть свои головы сюда и туда и общаться. Это можно проверить, да. Можно попробовать засунуть голову. Алло. Да, достаточно хорошо. Да, кажется, что человек стоит прямо у уха и сюда говорит. Да. То есть, в принципе, действительно, это как, так называют его, первый чуть ли не в мире беспроводной телефон. Сам весь 7-й бастион уже в прошлом году был сдан в эксплуатацию, прошла реставрация целого укрепления. Здесь специально, конечно, была создана идея. Есть музей Ротко со своей коллекцией, со своими экспонатами и с фондами, то есть, по сути, складами. И родилась такая хорошая мысль создать открытые фонды из каземата. То есть, по сути, это различные объекты искусства. Конечно, строителям нужно было восстановить пол, тут его практически не было, просто был песок. Пол тоже достаточно хитрый, они его сделали в стиле крепостного пола, узор елочки, видите, достаточно узкий кирпич. То есть им пришлось, конечно, во многих местах отпиливать плашечки от современного кирпича, чтобы он выглядел правильно исторично. Вот здесь как раз, когда было минус 27 на улице, здесь было минус 4, именно в этом мешке. То есть это конкретный пороховой погреб, где хранили взрывчатку. Здесь, естественно, эта взрывчатка должна быть в идеальном состоянии. Не должна быть мокрая, она не должна быть пересушенной, чтобы случайно не взорваться, и так далее. Может заподозрить, но вот эти камни, они клоны между собой. Клоны, потому что у них одинаковая выемка. И это уже при реставрации они были воссозданы. То есть здесь сохранилось несколько оригинальных доломитных пластин, и взяли несколько пластин для того, чтобы их скопировать, сделали 3D-сканирование и уже из бетона отлили их клоны с пигментом. Да, поэтому они выглядят настолько натурально. То есть большая часть из них это уже такие при реставрации вставленные. А на ужин мы пришли в очень популярное место в Даугавпилсе — Иги-бар. Это очень превосходное место, где провести время. Природный парк Двете-Спаланы находится в 37 километрах от Даугавпилса и является заповедным уголком природы, где лучше всего сохранилась речная пойма в Латвии и Европе. Это место привлекает мигрирующих птиц для гнездования, а также служит домом для диких коров и лошадей. Весной здесь особенно прекрасно прогуливаться на лодках по затопленным лугам, когда уровень воды поднимается на 5-9 метров, а лодки плавают над кронами деревьев.
За всей территорией присматривает Беннета. Она является гидом по природе и культурно-историческому наследию древнего народа селов. Организует разнообразные мастер-классы по приготовлению еды по древним рецептам, гончарные занятия, сборы приготовления травяного зеленого чая и многое другое. Если же вы хотите более активного отдыха, то можно пострелять из лука. Если не умеете, то вас обязательно научат и покажут, как правильно стрелять. Или же можно взять лассо и покидать на голову быка. Для начинающих это будет манекен, но для тех, кто уверен в себе, можно это попробовать сделать на живом быке. Или же можно покидать копья, которые максимально приближены к тем копьям, с которыми охотились первобытные люди на животных. Ka viņš ir savvaļas priekštecis mūsu mājas zirgiem. Nav tā kā 100% pierādīts, bet ir tā versija, ka tieši tarpādiem izveidojas mājas zirgi. Šie ir te Latvijas šķirnes zirgs, kas ir izveidots Latvijā, jā, tāda zirgu šķirne, un tāda izskatās mājas zirgi. Un viņi izveidoti, krustojot dažādas zirgu šķirnes, bet par pamatu ir bijis tomēr šis te meža zirgs. Там же есть лошади. Нам предложили одеть уздечку на дикого коня, что мы безуспешно пытались сделать. На самом деле, чтобы его поймать, нужно думать как конь и вести себя соответственно, что нам продемонстрировала девушка, работающая с лошадьми. В отдельном доме выставлены образцы украшений, одежды и предметов быта селов, а также предлагается игра в угадывание слов на древнем языке этого народа. Посетители могут примерить национальные костюмы и даже остаться на ночь на втором этаже этого дома, который вмещает около 10 человек.
В парке можно попробовать настойку «Бобровая струя», из-за которой, как это бывает часто у людей, в начале 20 века бобры были почти полностью истреблены в Латвии и других странах Европы. Bija šie ziemeļbriežu mednieki, kuri nāca pa upju ielējām no dienvidu puses. Tur, kur ladāji bija aizgājuši un izgrauzuši šos te upju ielējas uz šeieni, apmēram 10-11 gadu tūkstošus atpakaļ, un te tam tos pierādījumus. В долине реки до сих пор обнаруживаются артефакты жизни древних людей, такие как глиняные горшки, молотки и оружие из камня, а также части украшений. Хозяйка приготовила для нас блюда по древним рецептам селов, которые были вкусными и насыщенными. На наш взгляд, это отличное место, куда можно приехать, уединиться и отдохнуть от городской суеты на природе. Много за Даугавпилсом на берегу Даугавы есть прекрасное место под названием Парк Сталкер. Здесь отличное место, где провести время с семьей и отдохнуть. На территории есть несколько беседок, где можно расположиться компанией и комфортно пожарить мясо и овощи на углях, а большая территория позволяет найти занятия по душе, спуститься к Даугаве или просто наслаждаться парком и природой. Прогулявшись по парку, можно подойти к кафе самообслуживанию, заплатить денежку по ценнику и взять то, что душа пожелает. Рядом с Даугавпилсом есть Рапторс парк, в котором вы сможете посмотреть на хищников местных лесов, таких как волки, лисы и медведи, а также хищных птиц и некоторых экзотических животных. В парке живут два маленьких бурых медвежонка, которые спали, когда мы приехали. Хозяин планирует построить для них более просторный вольер. Также, возможно, в этом парке через какое-то время могут появиться и львы. Ты рычишь, рыся?
Да. Да, говорун ты такой. Красивый. Самый большой валун в Латвии, оставленный ледником. В 1938 году лесник Ницгальского лесного хозяйства приказал в камне выбить 3 ступеньки, по которым туристы до сих пор забираются наверх. Там же оборудована и зона для отдыха для туристов. Поражают размеры этого камня. Ширина и длина этого камня более 10 метров, а высота 3,5 метра. А сейчас мы с вами находимся на берегу Стропского озера. Тут есть ограниченные бассейны прямо на озере. И рядышком есть пляж, волейбольная площадка, детская площадка и турнички. Еще одной из достопримечательностей города Даугавпилса является парк, названный в честь моего тезки Павла Дубровина. По легенде, он вложил свои личные деньги в то, чтобы осушить данную территорию, здесь раньше были болота, и сделать парк для жителей города, чтобы они могли сюда приходить и отдыхать. Здесь же есть большой фонтан, который будет работать с лета. Сейчас он, к сожалению, не работает. Можно на удачу погладить песика. Очень милая рамочка, где можно сделать фото на память. Возле крепости на улице Императора есть стена дома, на которой уже несколько лет висят фотографии людей, которых попросили быть более непринужденными и меньше позировать. От этого они получились более располагающими и открытыми, что, на наш взгляд, сделает эти фотографии очень удачными. Даугавпилс нас встретил со снегом. Хотя снаружи было холодно, но Даугавпилс встретил нас теплыми объятиями, и мы познакомились более глубоко с городом, узнали много интересных людей и посмотрели, чем живут и увлекаются горожане и их гости. Получилась очень насыщенная поездка, которая навсегда останется в нашей памяти и теплых воспоминаниях.